Всем здрасте, друзья мои. Приехал, загрузился, уехал, выгрузился, приехал, загрузился, уехал. Как его назвать, такой график? Электричка, да? И он едет ночью. Говорит, какое-то зарево на березках, говорит, не пойму. Не должно быть, говорит, нигде ничего красным не светится. Остановился, а уже пламя идет из-под мотора отсека. Выскочил в телефоне, говорит, раз, а тут, говорит, жопа, говорит, уже все с аварийками. Че? Раз вправо, говорит, по барханам, говорит, встал. Вот эта вот лялечка стоит, на ней я уже 11 лет. Было такое, поставляли нож, говорил, я наркоман, мне все равно, мне нужны деньги. Я смотрю на напарника, у него ноги в потолке. Я говорю, Вова, что такое? Он говорит, я со всеми простился. Антивирусный, антиковидный флакончик. Все надоело. За руль взялся такой, а он такой нежный, мягкий, любимый. Включил пятую и полетел. Вот это и есть жизнь. Всем здрасте, друзья мои. Меня зовут Юрий Аскерович, фамилия моя Зейналов, в миру Аскерыч. В профессию пришел в 86 году, была такая организация ДСАФ. Тогда можно было бесплатно отучиться на шофера, там, прыгнуть с парашюта за счет государства, за счет военкомата. Ну, с 86 года, получается, я праздную День работников транспорта автомобильного. Вот как-то так. Здесь, на Большегрузе, ну, сначала были КАМАЗы, потом потихоньку начали завозиться европейские машины, то есть глаза начали гореть. Как так, что, комфорт, все такое. Сейчас вот эта вот лялечка стоит, на ней я уже 11 лет. Получал ее новую в 2012 году. Обратите внимание на номер какой, красивый номер. 510. Легко говорится, легко читается. Ну и вообще, сама машина прелесть. Юг, Краснодар, Хакасия, Питер. Я не особо-то стараюсь далеко ездить. Вообще, профессия дальнобойщик, она для меня как-то ухо режет. Мне больше нравится профессия междугородник. Я ее начинал междугородником, и вот как бы... А дальнобойщик, она пришла откуда-то за бугра, и поэтому как-то она не наша, что ли, или что там, как правильно сказать. Приходится нарушать, причем сознательно, потому как РТО, режим труда и отдыха, с логистикой не дружат. И при этом приходится где-то нарушать. По поводу режима труда и отдыха стоит тахограф. Никто в России не ездит по тахографу. А случится какая-то беда. Ну, не ты, а в тебя кто-то въехал на легковой, не дай бог с 200-м, а просто так въехал. И он бежит, дай распечатку. Я говорю, слушай, ну, я тебе дам, а ты возьми на девятке, который меня въехал, да, там, к примеру, у него распечатку. Может, он 3 суток уже за рулем, а ты у меня просишь. Ну, а как? Без этого никак сейчас. Наказывают-то не за то, что ты нарушил, а за то, что ты попался. Ехали, на американцах работали, по Владимирской объездной. Пошел на обгон. Встретились с товарищами, они ехали на МАЗе с прицепом. И я обошел, ну и им отрапортовал по рации, говорю, ребята, давай это обгоняйте, и пойдем в паре, вы первый, я за вами. Ну, они начали обгонять. Ну и МАЗ, он, как говорится, маленько слабенький такой. Ну и сзади Форд пристроился, и мырк, типа. Я говорю, не обращай внимания, обгонишь нормально, там, что там, МАЗ идет, там, 85-90. И перестроишься, и все будет нормально. Ну, все, обогнал, перестроился, едем, и обгоняет Форд. Хрясь ему под морду, хрясь. По рации говорит, все, он играется, говорит, со мной. А я сзади на американце шел.
Я говорю, ну давай тоже его сейчас попробуем. Догоняю и зажимаю его. Американец развязанный был. И все, мы с ним, как говорится, прижали маленько, и он потом как-то выскользнул, короче, там 2 полосы, он раз, и убежал. Перевозили мы груз, ферросплава называется. Это такой металл, он запакованный, пломбированный, все, то есть его добавляют в металл для какой-то там химической реакции, то ли усиления, то ли удорожания, вот что-то такое. И вот с нами ездили охранники. Казалось бы, мешки, ничего не это, ну, но тем не менее стоимость у них доходила там за миллионы куда-то. А что мы как везешь этот груз, и как бы, ну камни, они пока не узнали, что это ферросплавы, и они очень дорогие такие вещи. Потом уже начинается мандраж такой, да, внутри себя. Как-то так. Но такой был груз, вернее, а-ля 90-е, скажем так. Здрасте, там. Мы вам дарим пропуск. Федор был такой, зажигалка Федор. Букву одну стирают. И вот этот Федор показывает зажигалку. Вроде как, пропуск ты купил. Страх был, конечно. Никто геройствовать не собирался, но не нужно, как правильно говорить, давать повода, чтобы тебя вскрыли, чтобы тебя там обули. То есть не стой на обочине, стой на стоянке. По крайней мере, спать будешь спокойно. Солидарность у дальнобойщиков. В основном это 05-й регион, ребята. Респект им большой. Они как человечнее, что ли. Да и по большому счету, братишка, браток, братан, все это заканчивается на уровне «куплю солярку». Ну и, наверное, возьмите девушку, да, там, подвезите. Тогда рации у всех работают. А так, солидарность это человечность, я бы сказал. Кто не попадал в такие ситуации, наверное, тот не знает или не поймет, или правильно, как сказать. Человек, который колесо менял, там, минус 35, он обязательно остановится, тот, кто меняет это колесо. Потому что он знает, что такое мороз, там, как домкрат поставить или там что-то такое. А если человек далек от этого, то везде нужно оставаться человеком, вот и все. Здесь вот холодильничек. Ты говоришь, без чего нельзя. Вот, роднули летом. Пожалуйста, вот, все есть. Вот можно даже заснять, это антивирусный, антиковидный флакончик. Чисто так, ребят, рекомендую. Не реклама. Вот, без чего в машине нельзя. Без любви к работе нельзя в машине быть, без любви к машине нельзя. Чистота должна быть в машине, это раз. Оно придает настроение. Во-вторых, что касаемо гаджетов, здесь, в этой машине, есть все для комфорта. Ну, все. Готовим мы, так сказать, еще одна фишка у ДАФа, поднимается это все. Здесь, получается, газовая плита, сковородочка, получается, супчик достал, раз, разогрел, покушал. То есть здесь все хорошо. График работы, как мы пишем в путевках, командировка. То есть раньше работали 40 часов в неделю, теперь надо 40 часов в день. Ну это так, я утрирую. Но мысль-то все поймут. График работы. Приехал, загрузился, уехал, выгрузился, приехал, загрузился, уехал. Как его назвать, такой график? Электричка, да, по-моему? Меняется только, как говорится, грузы. Остальное ничего не меняется. Ну, с другой стороны, что? Как говорится, кто что хотел, тот то и имеет. Или как? Человек унижает ровно столько, насколько он заслуживает, или как? Насколько он позволяет. Не заслуживает, а позволяет. Ну, все. Как бы. Мне эта работа нравится, я от нее не устаю. Как бы она ни была, всегда будут находиться моменты, когда тебе
Ну все надоело, ну все надоело. За руль взялся такой, а он такой нежный, мягкий, любимый. Включил пятую и полетел. Ноги. Просто беги. Если чувствуешь ситуацию, в которую ты не вывезешь, просто беги. Ничего тут стыдного нету. Чего они герои? Третий год оградку красят, и что? Кому не нужны эти герои? Как вот сказать, с жуликами разговаривать, да? На юморе. Юмор вывозит все. И честное, и злое, ну и, как говорится, смешное. Он на юморе надо все делать. Иначе никак. Да, ну, было такое, поставляли нож, говорил, я наркоман, мне все равно, мне нужны деньги. У нас все на доверии, как бы это. Шеф позвонил, сказал, Юрий Оскарович, ну там обычно Юра, я взял там груз, туда поедем. Я говорю, хорошо, поедем. Звонков нету, то есть я не звоню шефу, значит, у меня все хорошо, так изначально у нас повелось. Если я звоню ему, значит, что-то, ну не то, что случилось, а где-то я что-то недопонял, где-то что-то хочу переспросить. Обычно, как я думаю, я не вызываю ассоциации своим звонком у своего шефа, что у меня что-то случилось, аж капец как. То есть вот так, чисто на этом, на звонках, по звонку работаем. Как контроль, как бы, ну, самоконтроль, можно так сказать. Как еще можно другое-то слово придумать, когда шеф тебе просто говорит, надо приехать туда, и он знает, что ты приедешь, загрузишься и уедешь, и без синяков, и без пьянства. Да, сегодня был такой момент. Вчера я загрузился, во сколько я выехал, сейчас скажу. В 2 часа Челябинского. Это получается час Самарского. Я в 3 часа ночи здесь был. То есть режим труда и отдыха я нарушил. Любимое кафе пельменное, Юра, десантура. Как-то так это. Вот у него хорошие очень пельмени такие. Ну, а покуда расстояние такое мы маленькое ездим, я Самара, считай, езжу в Ульяновск. Дальше не хочу, потому что, во-первых, движение очень большое. Да и возраст уже дает о себе знать, то есть вот это вот не хочется, чтобы нервы оголялись там. Здесь уже все знаешь, даже навигатора нету, то есть ездишь уже по своим. Девочки, здрасте, там, пацаны, здорово, там, я туда поставлю, там, вам привез, возьмите, мне там загрузите, я не буду присутствовать, там, затяните. То есть все на таком уже, на отработанном моменте. Поэтому это еще раз облегчает работу, не так устаешь. А кафешки, да, у каждого человека есть любимые кафешки. Не зря же говорят, да, где много дальнобоя, там вкуснятина. Это я тебе правду говорю, так оно и есть. Дальнобойщик же ездит, он разувается и ставит на подножку тапочки. Кабину закрывает и босичком туда. Ну, умный я. Поставил, думаю, решил это прибраться. А куда поставить кроссовки? Я их ставлю вот сюда. На колесо поставил. Все, значит, здесь прибрался, все. Что делаю? Залажу, дверькой хлоп и поехал. Кроссовки мои раз, и я по ним, и все, я еду такой, у меня все хорошо. Приезжаю на погрузку, мне говорят, давай это самое, открывай ворота и подъезжай. Я выхожу, кроссовок нету. Я их растоптал. Ну, что, поржал, надел. Рабочие чуни были такие, знаешь, валенки обрезанные. Их надел летом. Пошел открываться до магазина. Так что вот так вот бывает. Кто хочет заработать, тот заработает. Это так мне сказали. Какой-то чувак, не помню как, из дальнобойщиков. Сколько зарабатывает, да? Вот сейчас некоторые говорят, вот ребята 67-й регион, смоленские, гоняют. Они раньше, 3 года назад вдвоем ездили. Получали 11 рублей километр каждый. Вот ты из-за руля вылез в спальник, ты 11 километров свои получил
11 рублей за километр. Я сел, и я буду получать 11 километров. Это не на машину получается 11 рублей километр, а каждому. Вот они так работали 3 года назад. Сейчас экспресс-доставка, я не знаю, как они по какой цене, ну, я слышал, что вроде как, если намотают 30 тысяч километров вдвоем, там что-то по 15 рублей на кабину, что ли. Ну, что-то такое. Врать не буду, но экспресс это, знаешь, да, один спит, другой едет, и машина все время в движении, в движении, в движении. Это называется экспресс. Ну, скажу так, 100 тысяч зарабатывает дальнобойщик. Это не очень много. Это вообще не очень много. Прям вопрос такой экстренный, да? Прям конкретно отказали и все, да? Ну, если ты сильный духом, то в скалу. Мне не было такого, я видел, как американцы, но это у них частенько, барабанные машины, они частенько по неопытности сжигают тормоза на спуске. Потом тормоза, во-первых, они засаливаются, перестают эффективно тормозить. А он там сотку пустил машину вниз, там с 20, поворот поворачивает, а там аварийка. Ребята там что-то стоят, авария, ну мало ли что. Он на тормоза клоп, а они нету, дым идет, а толку нету. Что он делает? Выбирает наименьший путь сопротивления для себя. То есть он вылазит, идет на обгон и пытается вот встречную машину там отодвинуть. Там. А другой, который, вот у меня был случай, стою я в северном районе, пробка. Просто пробка внизу, мы поднимаемся вот так вот. Вниз пробка. Еду, смотрю, даф летит, раз, и снег такой. Снег улегся, смотрю, стоит вот так, на ногах, все. Я ему в рацию говорю, братуха, что такое? Че, говорит, выскочил в телефоне, говорит, раз, а тут, говорит, жопа, говорит, уже все с аварийками. Че? Раз вправо, говорит, по барханам, говорит, и встал. И вот этот духарик, вот этот человек, который реально там, можно в разведку брать, скажем. Не стал бить предыдущий, он просто взял и в обочину уехал. Что слушаете в дороге? Дмитрия Потапова. Лучше ездить одному или с напарником? Если не в кабине, то вдвоем. Что делаете при сильной усталости в дороге? У меня 2 спальника и заряженный холодильник. Любимая часть работы? Дорога. Кем бы стали, если не дальнобойщиком? Шофером. Товарищ у меня. Вместе ездили на напарник. Не сменщик, а напарник. Я по неопытности мотор уложил там. Модно же было там что-то наложить, чтобы тихо было в кабине, да, там шумка такая. Одеяло синтепоновое. И тоже лежу на спальнике, он едет ночью. Говорит, какое-то зарево на березках, говорит, не пойму. Не должно быть, говорит, нигде ничего красным не светится. Остановился, а уже пламя идет из-под моторного отсека. Я пока огнетушитель туда-сюда, кабину, капот поднимаю, он нырнул под крыло и руками решил одеяло оттуда вытащить. И попал вот в это вот расплавленный пластмасс, ну, синтепон. Рванул, одеяло вытащил, обгорел, конечно, весь. Ну, это называется напарник. Или как на МКАДе. Ехали. КамАЗ выезжает со второстепенной на МКАД. Мы по второй полосе ехали. Он выезжает. И такое ощущение, как будто он, правда, прицеп провозил, но такое ощущение, как будто он во второй ряд лезет. И такая машинальная отворотка туда-сюда. Смотрим, у нас прицеп вот так. За рулем я был. Пацан на «Опеле» сзади, все четко, прямо тормозился. Короче, мы выровнялись. Все это доли секунды буквально там. Я смотрю на напарника, у него ноги в потолке. Я говорю, Вова, что такое? Он говорит, я со всеми простился. Секунда, я со всеми простился. Говорит. Вот такое тоже было. На юморе, но это все говорит о том, что мы с ним прошли, наверное, Крым-Рым и медные трубы там всю. Вот это называется напарник, который в кабине у тебя сидит, и ты ложишься спать, и точно знаешь, что вообще все, спокойно спишь, как младенец, скажем так. Точно так же и когда я за рулем или он. Вот это и есть
жизнь.